Привет, друзья! Сегодня будем искать площадь Пентагона. Что такое Пентагон? По-древнегречески пента – это 5. Значит, Пентагон – это правильный пятиугольник. Ну, вы знаете, что здание Министерства обороны в США, теперь уже Министерство войны, представляет собой как раз правильный пятиугольник, имеет такую форму. И поэтому называется Пентагон у нас. э, Дан правильный пятиугольник, проведена диагональ, площадь бежевого треугольника равна 2, скажем, 2 акра, это единица площади, и требуется найти площадь оставшейся желтой части этого правильного пятиугольника. Ну что ж, попробуйте сами решить эту задачу, а мы начинаем, как всегда. И нам понадобится здесь такое понятие, как золотое сечение. Кто забыл, не помнит, я очень быстро напомню, не волнуйтесь. Что такое золотое сечение? Это деление отрезка в определенном отношении. В каком? В таком, что отношение всего отрезка к большей части будет равно отношению этой большей части к меньшей части. Вот если обозначить эту большую часть этого отрезка x, а меньшую единица, тогда весь отрезок у нас будет x плюс 1, и вот отношение всего отрезка к большей его части должно быть равно отношению вот этой большей части, то есть среднего из отрезков, к меньшему. Вот и все. Вот если такое выполняется, то говорят, что точка делит в отношении золотого сечения. Здесь можно заметить, что x является средним пропорциональным между всем отрезком и меньшим отрезком. Но что интересно, если решить эту пропорцию как уравнение, то есть перемножив крайние и средние, мы получим квадратное уравнение. X на x в квадрате, x плюс 1 умножить на единичку, перенесу сразу. Получилось квадратное. Решаю по общей формуле корней, я найду положительный корень больше нуля, потому что длина отрезка. Получается единица плюс корень из 5, деленное на 2. Вот это и есть отношение золотого сечения. С одной стороны, это длина среднего отрезка, а с другой стороны, отношение длины среднего отрезка к меньшему. То есть это и есть это самое отношение. Оно имеет специальную букву фи, вот, и называется отношением золотого сечения. Вот так оно примерно 1,6, там 1,8 и так далее. Все, оно много где фигурирует, вы больше меня знаете по этому поводу. Отмечу лишь, что фи можно представить как бесконечную цепную вот такую дробь, вот, плюс и так далее до бесконечности, либо бесконечное число корней из единицы, вот таких вложенных корней. Это все фи, связано с числами Фибоначчи и так далее. Поэтому запомним это, я это все удалю, чтобы не заслоняло. Вот, а при чем здесь золотое сечение к нашей задаче, спросите вы. А вот при том, что диагонали правильно пятиугольника делятся в отношении золотого сечения. Вот. Диагональ относится к стороне в отношении золотого сечения. Если провести все диагонали, 5 штук, получим звезду, где отношение любого большего отрезка к меньшему находится в отношении золотого сечения. Я напомню, что дано. Вот площадь этого бежевого треугольничка S1 назову равна 2, и требуется найти площадь желтого четырехугольника желтой части, то есть S2 нам предстоит найти. Ну вот для решения я проведу вот такую диагональку. Скажу сразу, что диагональ правильного пятиугольника параллельна его стороне. Ну, очень быстро объясню, как это доказать. Вот эти треугольнички, этот и вот этот, равны, значит, равны их площади. А тогда равны высоты, опущенные из вот этих вершин на вот то основание, на сторону. Ну, раз равны эти высоты, то вот эта диагональка параллельна стороне. Все, параллельно. Тогда получается у нас пересечение этих диагоналей и сторон параллелограмм. А раз у него соседние стороны равны, то это ромб. Вот я обозначу вот этот отрезок точно так x, а поскольку это параллелограмм, то вот это будет тоже x, верно? Ну и все стороны будут, естественно, x, в том числе это. Обозначу эту сторону единицу. Дам буквы А, Б, С, Д, Е. Вот, а это К пусть будет. Ну и понятно, что треугольники АБЦ и БКЦ подобны. Треугольник АБЦ
подобен треугольнику БКС. Почему это? По двум углам. Вот эти углы А и С будут равны по 36 градусов, весь тупой угол АБС 108 градусов, ну и в малом треугольнике точно так. Еще раз, какие подобны? Вот этот и вот этот подобны между собой по двум углам, что следует из подобия треугольников. Ну, отношения соответствующих сторон. Вот АС, основание, будет относиться к основанию БС, АС к БС, как боковая БС большого треугольника относится к боковой КС. Видели? Но если напишем в иксах этих, то у нас получится х плюс 1 основание относится к основанию BC, которое х, малого треугольника, как боковая. Теперь опять BC будет х, это уже боковая для большого, относится к единице. Это то, что только что было. Откуда бы дошли, что х равно корень из 5 плюс единица на 2. Давайте так и напишем. Корень из 5 плюс единица, деленное на 2. Итак, мы нашли х, доказали, что точка К делит АС в отношении золотого сечения, но это нам будет понадобиться косвенно. Что дальше? У нас АБС двойка. Двойка. Нужно найти желтый. Я проведу две еще диагональки. Вот эту диагональку проведу. Раз. И вот эту. Два. Все. Посмотрите, получился вот такой параллелограмм, верно? Верно. АС в нем диагональ. Поскольку площадь вот эта равна 2, то и площадь вот этого АФС треугольника тоже 2, верно? Ну, площадь треугольника ЕЦД равна площади треугольника АБС. Это же равные треугольники. Все это тоже 2. Видели? Осталось найти площадь вот этого. Назову ее S3. S3. Но она же вот здесь находится. Вот это S3. 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 А теперь внимание. Площадь треугольника АБК АБК относится к площади треугольника АБС как основание АК к основанию АС, потому что из вершины Б проходит общая высота. К этим двум основаниям, к АК и АС. То есть рассматриваю заштрихованный и здоровый АБС бежевый. Получается С заштрихованного площади бежевого как АК к АС. АК относится к АС. Ну, а как АС как х к х плюс единица, правильно? Или единица делить на х плюс единица делить на х. То есть величина обратная вот этому отношению, правильно? Это отношение равно х, верно? А х у нас вот это. Х плюс 1 относится к х, это корень из 5 плюс 1 на 2. Единичку дополним. Вот так. А значит, х делить на х плюс 1 это обратная величина. То есть 2 делить на корень из 5 плюс единица. Вот так. И я здесь избавлюсь. Домножу на корень из 5 минус единица. Здесь корень из 5 плюс единица умножу на корень из 5 минус единица. Сверху так и останется 2 на корень из 5 минус единица. Снизу разность квадратов. Корень из 5 в квадрате 5, единица в квадрате 1, 5 минус 1, 4. Пишем 4, все, здесь двойка. Есть. Но теперь все. Теперь все, посмотрите. У нас САБК, которое мы ищем, то есть S3, относится к САБЦ, которое 2 по условию, равно корень из 5 минус единица, деленное на 2. Откуда S3, которое мы ищем, заштрихованное, будет равно 2 умножить на корень из 5 минус единица на 2, корень из 5 минус единица. Все, значит, вот здесь я могу стереть и записать красным, красивым, гордым, что это корень из 5 минус единица. Корень из 5 минус единица. Ну, осталось теперь сложить у меня, правильно? Вот это, плюс это, и плюс это я получу желтую всю площадь. Итак, где место есть? Есть, вот здесь, снизу, так? S2, которое мы ищем. То есть желтая, площадь желтая будет равна корень из 5 минус единица, корень из 5 минус единица, плюс 2, это корень из 5 плюс 3, а это примерно 2 и 2 и 3, 5 и 2. Все, ответ 5 и 2, ответ 5 и 2, ответ 5 и 2.
5,2. А площадь всего Пентагона 7,2, правильно? Это внутренний дворик Пентагона. Посмотрите Википедию, насколько мы все-таки промахнули, ошиблись. Википедия. Площадь внутреннего дворика Пентагона. У нас получилось сколько? Плюс 2, 7,2. Это площадь внутреннего дворика Пентагона. А сколько там в справочнике, узнаете сами. Это все в акрах. Кстати, вы разбираетесь, где там акры, где ары? Ну, вот напишите, чтобы все знали, в чем они отличаются. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.